Орех наконец-то рассказал, когда выйдет классика, что нужно сделать, чтобы приблизить ее релиз. Рассказал про вайп и голосование, в чем сложности разработки, и призвал игроков не торопиться, ведь классика в работе. Обо всем этом и не только мы поговорим в этом ролике, поэтому, друзья, сразу попрошу вас поставить лайк на это видео. Также, друзья, для вас есть крутая новость. У меня появился бесплатный подгон на легендарный ключ рубины и контейнеры для вас. Просто ставьте лучший тег создателя контента ник 10 в настройках вашего аккаунта и вводите вот этот секретный промокод. Но учтите, он срабатывает не у всех, а только у новых аккаунтов, либо если вы не заходили на свой аккаунт до 3 июля. Получаете крутые ништяки и халяву, промокод находится в описании. Сейчас, друзья, рассмотрим быструю обстановку по классике. Вот это актуальная самая версия игры на данный момент, что происходит. Ну, то есть даже ни одной битвы нет у нас. Ползунки со званиями. Сразу давайте проверим. Починились? Нет. Они, естественно, хотя подождите, а если вот так создам? Нет, не починились ползунки у нас со званиями, да? Немного все равно кривовато создается, но мы сегодня не будем прямо сильно акцент затрагивать на том, что тут изменилось, что не изменилось, потому что в прошлом ролике все это рассматривали, и с того времени ничего не поменялось. Тут все то же самое в игре и осталось. Но из интересного, обратите внимание, в чате Орех ответил на вопрос с кристаллами. Помните, раньше в танках онлайн кристаллы могли падать в огромном количестве на одной точке, и вот сейчас Орех ответил, что ящики с кристаллами больше никогда не будут падать кучами, поэтому такой момент, друзья, ждать не стоит, к сожалению. Хотя у нас, с другой стороны, действуют лимиты на зарабатываемые кристаллы в день. 34 тысячи кристаллов можно заработать в день в классике. Я думаю, что эти кристаллы бы никак не помешали, ведь это был очень крутой момент, когда они сыпали на одной точке при доставке флага. Но ведь Орех категорически против такого нововведения. И, кстати, тут присутствует в чате еще Ник 10 Голдолов. Ник 10, здорово, ты кто такой? Напиши коммент мне под видео, если смотришь. Теперь, друзья, переходим к моменту с вайпами и голосованием. То есть за эту неделю Орех тут в чате уже, кстати, довольно-таки часто появлялся. Я там в некоторых роликах критиковал, что он вообще не появляется. Сейчас он начал появляться. Видно, что разработка продолжается. И тут спросили, когда будет вайп, голосование и так далее. На что Орех ответил, что вайпы будут, голосования будут. И призвал игроков не торопиться. Даже не пытайтесь торопиться. Как только начнет торопиться, сразу же Орех отобьет желание это делать. То есть, если, друзья, вдруг Орех видит, что игроки начинают просить, да, выхода вайпа, выхода голосований, когда будет релиз, почему так долго, Ореха вот это вот все отталкивает, и он начинает, грубо говоря, тормозить разработку. Ну, что думаете по этому поводу, напишите в комментарии. Теперь, друзья, по поводу, как вообще можно приблизить классику. Вот еще один скриншот, на котором Орех про это все дело расскажет. Игрок с никнеймом Донатик написал следующее. Орех и его команда относили себя к разработчикам, но разработчики относили их обратно. На что Орех отвечает: каждая такая шутка приближает релиз классики. Жги. Поэтому, друзья, нам нужно, походу, всем зайти в классику и какие-нибудь мега-шуточки в таком стиле написать, чтобы Орех воодушевился, и чтобы у него приподнялось настроение, разрабатывать классику быстрее. Поэтому, если кто знает мега-крутые шутки в таком стиле, то заходите в чат и обязательно их напишите. Кстати, если будет много таких шуточек, обязательно в следующий ролик я их все вставлю, и вы попадете, собственно, в видео. Дальше у нас этот игрок пишет Ореху: так это не шутка, это реальность. Ты 2 месяца шрифт меняешь, и в прошлый раз, когда ты его поменял, ты сломал половину гаража, там теперь ползунки до конца только в пушках доходят. Орех отвечает: да. Создание битв в 7 месяцев сделать не может. Так сложно там ползунки починить. Орех опять отвечает: да. Релиз классики. Друзья, вот мы переходим к вопросу. Когда релиз классики? Донатик спрашивает: релиз классики завтра? Орех отвечает: тоже да. После этого Орех пишет: никогда не догадаешься, что я скажу завтра. Что релиз классики завтра. То есть Орех говорит, что завтра он скажет, что релиз классики завтра. То есть такими сообщениями он может пролонгировать свое завтра, потому что он может сегодня, вот, как на этом скриншоте он сказал, что игра выйдет завтра, а завтра он скажет, что игра снова выйдет завтра. Поэтому ждем классику по специальному временному промежутку Ореха завтра. По поводу того, сколько игроки готовы ждать классику. Орех написал, что ему кто-то сказал, что классику готовы ждать вечно. Хотя сейчас, если посмотреть, да, на атмосферу в комьюнити, кто эту классику ждал, ждет, кто-то просто вообще уже перестал ждать классику. У многих игроков уже теряется энтузиазм из-за таких вот затянутых сроков, да, разработки. Поэтому я не знаю, кто ему это сказал. Ореху надо как-то донести, что наоборот, чем дольше разработка идет, тем меньше у игроков интереса. Главное, чтобы после этого Орех не подумал, что я его тороплю, а то он увидит, что мы его торопим, и он снова классику тормознет. Ну и вот в очередных вот дискуссиях с игроками Орех также написал, что будущее только за танками онлайн. Классика — это прошлое. Почему сейчас игроки не играют в классику?
Этот вопрос искренне Орех не понимает, на что тоже удалось у меня увидеть ответ в чате, что он, честно говоря, не знает, что игрокам мешает просто играть прямо сейчас. Все, что надо, работает. Но что-то не играете. Странно. Да тут Орех вообще-то все просто. Почему игроки не играют? Потому что все ждут обнуления аккаунтов, все ждут вайпа, все знают, что если сейчас все будут играть, то у них просто прогресс этот обнулится, поэтому сейчас никто и не играет. Это, друзья, все, что мне удалось найти из ответов Ореха. Какая-то информация, надеюсь, для вас была полезная. Теперь давайте вот к более серьезному рассмотрению. Когда выйдет игра вообще? Давайте будем рассматривать на все реальные у нас факты и цифры, которые у нас имеются. Заходим в Танки Онлайн, магазин игры, Танки Классик. Видим, что продажи спецухи будут еще продаваться 14 дней, ну то есть до 1 августа еще доступны специальные предложения с доступом в классику. И скорее всего, ну сколько просто уже можно ждать, 1 августа и начнется вайп. То есть в классике у нас будет вайп, обнулятся аккаунты, тот самый долгожданный уникальный вайп, где у всех будут высокие звания и куча кристаллов для тестирования некоторых элементов, плюс какой-то будет еще секретный контент на этом вайпе для нас доступен. Как я уже говорил в прошлом видео, я думаю, что это будут гранаты. Поэтому ждем этот долгожданный вайп в августе пока что, когда в классику снова зайдет куча народу, как это было на открытии в декабре 2025 года, на открытии закрытого теста, только уже с новыми обновами и доработками. Но если 1 августа или по окончании продаж спецух Орех просто продлит срок еще там на 2 месяца, это будет очень странно и неуважительно по отношению ко всем тем, кто купили допуск в классику, кто ждет проект. Надеемся, что Орех такого не сделает и поскорее уже выкатит этот вайп. И в конце видео, кстати, вот я не рассмотрел один момент. А у нас роудмап изменился или не изменился? Нет, друзья, роудмап стабильно не обновлялся с 16 января 2026 вообще-то года. Тут 25 год написано, 2026 год это был. У них опечатка, кстати. Ну, что касается других пунктов голосования, я не вижу ничего нового, все как и было. Тут вообще эту страничку разработчики не трогают. Ставьте, друзья, огромный лайк на это видео. Пишите обязательно ваше мнение в комментариях. На канал подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Как вы думаете, будет ли вайп в августе или Орех снова перенесет эти сроки? Не забывайте про лучший тег создателя контента NICK10 в настройках вашего аккаунта. Обязательно его устанавливайте. Вводите секретный промокод и получайте легендарный ключ, рубиные, обычные и эпические ключи плюс опыт. Сам промокод можете найти в описании под этим роликом. Также, друзья, заглядывайте на стримы обязательно. На канале на выходных будут стримы. Чтобы не пропустить, можете подписаться на телегу. Также на телегу есть ссылочка в описании. Там анонсы, новости, все выходит заранее. Ну а мы ждем вайп в Танк Классик, ждем релиз. Я всех благодарю за просмотр.